Ничего себе! Дорогие мои, добрейшего, прекрасного вот такого утра. У нас сегодня с вами новый выпуск Liberty Hotels Лике из Фетхие. Ольдонис, таким прекраснейшим вообще видом. Отель тоже прекраснейший. В общем, вчера я решил, что сегодня я окажусь вон там, где этот параглайдинг. Естественно, возьму вас с собой. У меня с собой есть крепеж специальный, с которым можно летать. Очень невероятно. Я летал в Кайсере на этой штуке. Было очень классно. А здесь еще выше высота, еще красивее. Виды, наверное, оттуда потрясающие. На дроне я туда не поднимался, потому что вероятен риск встретиться вот как раз с этими товарищами. Поэтому мы туда поднимемся и посмотрим. Так, и мы сегодня остались без завтрака. У нас ночью ЧП произошло. Все, пришли, все убрали. Где-то я читал, что завтра до 12 позднее. Он даже в ролике показывал. Но нет, в 11 все убрали. А ночью у нас, знаете, что случилось? В 5 часов утра дозвонилась сирена. Не просто звонила, а орать начала так. Я такого никогда в жизни не слышал. Все повыскакивали. Просто в трусах все мужики, у кого дверь захлопнулась. Дети орут из всех комнат. Это жесть. Я такой громкой сирены не слышал. Наши все тоже перепугались. В общем, потом часа два там. Я минут 40 не мог уснуть. Ребенок у меня 2 часа не мог уснуть. Один. И второй сразу вырубился. В общем, блин, знаете, такой прям звук адский, что я не знаю, зачем так громко делать. Сегодня пойдем на ресепшн и говорить, мы сегодня делаем сигнализацию, пускай она будет предупредительная, ну что можно услышать. Тут не то, что слышать, просто подлетаешь и, я не знаю, это вообще жесть. Просто жесть, такого я еще не слышал. В общем, все на нервике, голодные. Вот еще что поесть, где-то будут какие-то остались, он круассаны еще допекаются. Сигарет пирог нарвал еще. А так все убрали. Сок, видите, еще остался, можно налить. А вот кофемашинки у них туда развернуты, а не сюда. Что создает как бы им лишнюю работу и лишние очереди. И вот сейчас я себе даже кофе не могу сделать. Получается, все посваливали отсюда. Сегодня будет очень критическое видео. С большой критикой, я думаю. По всем минусам проедемся. Ну, потому что как бы день испорчен отдыха, можно сказать, ладно. Это все шутки. Вот, вы знаете, я позитивный человек, позитивно мыслю, поэтому все объективно, субъективно. Я очень хочу кофе, поэтому я сделаю вот так вот. Простит меня местный товарищ. Знаете, за мной не заржавеет. Где у нас лад? Кстати, кофе зерновой, видите, ну прям молит и делает. Кофе не шибко вкусный, но вкусный, неплохой, скажем так, не четверочка. Особенно, когда сам сделаешь. Давайте обзор барной стоечки, вот так вот. Пробрался. Не, ну реально очень хочется кофе. Так, кофе добыто. Меня никто не убил. Вот так. Ну, немножко нагло с моей стороны, но что делать? Я не воровать пришел, ладно. Допить свой кофе, который не допил. Так, и добрый дядечка мне дал 4 гигантских круассана. Все, жизнь удалась. Все, в сырочку побольше. Ладно, какой-то я там насыпал. Кофе и круассан, все, и жизнь налаживается. Вот, смотрите, нам на ресепшене выдали концепцию именно на эту неделю. Здесь она каждый день меняется. И видите, поздний завтрак с 11 до 12. На время смотрим 11:28. И ни хрена, мягко выражаясь, нету вообще. Ну, там круассанчик ты успел сточить, здесь сигару пирог. Это вот в 11:07 было, они еще прям все убирали очень быстро. А, сигар пирог я вообще с тележки у мужчины вытащил, который вот так вот уже вез, вот как он там вот едет. Я у него прям остановил, говорю, дайте я сигарки пирог ваш возьму. То дети голодные. Вот, все, ничего нет. Сейчас написали, Жанна будет устраивать им сейчас разборочки. Типа, что за фигня? Во-первых, сигналка, ну это просто нереально. Ребята, вы даже не представляете, это просто... Это такое ощущение, что вот просто тебе на дух рупор включают. Это, я не знаю, такая жесть. Детей прям аж трясет до сих пор. Сейчас сидели на завтраке, все на эмоциях рассказывали, как было. Не должны быть тесты, и к нормальности это все должно приводиться. В нормальный уровень шум, потому что люди какие-то там, сердечники или проблемы со здоровьем, реально можно инфаркт словить. То есть я вскочил вот так вот с такими глазами, безумно не понимаю, что происходит. То есть тебя и наоборот, мне кажется, еще хуже можно человека в стресс, там, допустим, войти от такого звука.
громко, и не понять, что делать. То есть я просто в коридор выбежал смотреть, есть дым, нет дым. Все в трусах там стоят, дети орут. В общем, движняк такой прям пипец. Надо тестировать такие вещи, чтобы нормальный уровень громкости был, потому что интернет это опасно. Где-то у нас был случай в коридоре, было, ну, нормально. Абсолютно не пугающе. В общем, видео так и назову. ЧП в отеле. Остались голодные. Ну, так и есть по факту. Видите, вот эти места очень классные. Здесь вот прям садишься, ветерок продувает. У нас, наверное, ну, новый выпуск будет, да, если не подписывался. Подписывайтесь обязательно. Это уже 3-й выпуск. Смотрите все видюшки. Очень много интересного, полезного. Отель тоже очень интересный. Обязательно все посмотрите. Вот. Поддержите комментарием, лайком. Любой комментарий пишите. Такие алгоритмы YouTube. Вот по поводу покупки квартиры или продажи, если хотите продать, купить в России, да, Дубай, Таиланд, Турция. Вот, то под видео вся информация. Ссылки на Telegram и сайт. И доступные способы связи. Даже сохраняйте, рано или поздно это ко всем нужно. Там, или в России продать, или за рубежкой купить. Вот, поэтому сохраняйте, пусть у вас будет. Вот сейчас берем полотенце и отправляемся на пляж. Все без агентских комиссий, да, от застройщиков, прямые контракты. Застройщик проверенный, я сам лично ногами по всем застройщикам прохожусь. Полностью мы компании мониторим проекты всех застройщиков, историю проверяем. И только после этого на рынок все это дело отправляем. Так что все надежно. Так, ну что, на этом пляже мы были в самом первом видео с вами. На дальнем пляже были в предыдущем видео, там где детский пляж. Сегодня мы хотим еще потестить. Здесь тоже были с вами в одном из видео. Вот этот пляж, где зонты по одной штуке. Хотим его сегодня протестить, потому что пляж такой здесь в отеле. Ну, то есть, скажем так, с оговорочкой. Вот те, кто любит кучность сильную, тем будет тяжеловато. Вот. Ну, я показывал, где можно там на детской зоне. Хорошенько там нормально, уже более приватно отдохнуть. И вот здесь, смотрите, всего лишь одна линия шезлонгов. Вот здесь вот сегодня расположимся. И, конечно, заряд морских пенных эмоций вам. Вода здесь кристально чистая, пляж потрясающий, виды шикарнейшие. Так, ну что, мы здесь полежали немного. Сейчас вердикт вам сделаю. Классно. Получается, первая линия. Море. Здесь, кстати, еще места можно сюда зонтики поставить. И вот здесь вот где-то можно туда шезлонг поставить. У них так как домик получается. Очень прикольно. Давайте с вами посмотрим, что у нас тут по фракции гальки. Так, песочек, потом галька. Здесь, кстати, она обтесанная. То есть там на детском пляже она не обтесанная. Острая. Там обтесанная. Здесь тоже так песочек заходит. Тут галька. И там дальше очень нормально. Я захожу, ни валунов нет, потому что там в каких-то местах есть валуны. Ой, слушай, здесь вообще вот идешь, очень классно заходишь, а здесь уже поплыл и все. Давайте заряд вам пенных настоящих морских. Обязательно смотрите все выпуски из отеля. Очень классный отель, очень интересный. Вот, по пляжу только нюансы. Но опять же повторюсь, как бы есть куда податься, очень много разных зон. Вот там мы находили в конце того пляжа, там тоже так тихо. Там, правда, как бы, ну, чтобы скупаться, надо отходить уже влево. Вот, поэтому там меньше народу на самом пляже. Но прикольно, тихо, спокойно. Вот здесь ребята вот заняли, друзья наши, пораньше. Вот, и мы к ним подтянулись сейчас. Есть куда разместиться, есть где податься, поэтому смотрите все выпуски. Вот, по цене мы здесь, ну, без перелета бронировали. Если хотите посчитать, под видео 3 ссылки, посчитайте там за 1 минуту. Все, и за бронь уже к Жанне, там уже отец сервисы, там я не могу отец нести, что там будет, это онлайн-сервис. За Жанну несу лично. Вот, поэтому броньте, она вас отправит, посчитает, подберет вам отель, который нужен. Потому что иногда отель не заходит людям, вот, а нужно, чтобы вот зашло, поэтому надо подбор делать такой, уже с опытом, там все отели знают. Ну, не только Турция, Дубай, Мальдивы, что угодно, у них там команда целая. Поэтому отправить вас лучше отдых. Все, заряд вам всем пенных, морских. Подводный мир я вам тоже показывал. Рыбок много. Просто временами то есть, то нет. Вот там вот очень много в том конце. Оставляю вас на берегу и пойду сделаю заныру, проныру. Водичка тоже 24-25. Да, если отплываешь к вечеру, 27 бывает. Ну, когда вы смотрите, уже, конечно, все гораздо цепляется. Еще что по минусам, видите, вот вылез.
Вот нет, чтобы вот здесь вот еще душик сделать. Вот здесь вот просто на гамоне. Душ один в середине. Ну еще один там в конце, в дальнем. То есть, блин, ну вот воткните сюда вот палку или лейку и все. Хочется вот ходить, а ополаскивать, что целый день в мокрых шлепках, плавках там. Что-то натираешь от соли себе, детям тоже, кстати, лучше поласкиваться. Когда целый день в мокром на море ходишь. Вот еще атмосферу вам показываю. На этом, на самом центральном пляже. Но по пути вас здесь ждет приятное охлаждение пива. Вы можете сами себе налить в стаканчик вот так вот. Сок налить. Вот это, конечно, штука прикольная вообще. Очередей нету. Подошел, налил себе, водичку можно взять, кофейку сделать. Так что прогуляться приятно в холодном бонусе может. И водичка из душа оледенющая. Будьте готовы. Через, видимо, горы проходит тут. Через камни и не успевает нагреться. Так, ну я себе, пожалуй, бокальчик пенного налью. Отведаю. Нет ли сегодня разбавленного пива? А пиво вообще шикардос. Вот так вот, когда нальешь, там свеженький, из бочки, это просто что-то с чем-то. Ни с каким бутылочным не сравнится. Классно. Очень вкусно. Насыщенный такой цвет, янтарный. Прям идеальное пиво. Всем приятного аппетита. Бегом в холодильничек. Мужчины очень любят такую вещь, как пиво. И вот здесь, конечно, очень приятно. Прогуливаюсь, пивасик себе налил, холодненько и пошел дальше. Я делаю так, 2 стаканчика, ну как термос получается, не сильно нагревается. Поэтому крепко вообще не рекомендую пить. Днем тем более. Вот пивандос это вот хорошо. Так, ну сверху вот тут еще бар есть. Можете здесь себе что-нибудь взять. Здесь сейчас снеки откроются с 13:30 до 9. Тут прям не снеки, тут прям вкусненько очень. Потому что в первом видео я показывал, кукуруза обалденная, картошка фри, пельмешки там турецкие. Так, Registration сейчас, в общем, ответил, что это была обработка от комаров огнем. Видимо, не сработала сигналка каким-то образом. Ну, они обычно распыляют дым какой-то там. Но не должна сигнализация срабатывать. Хотя, может, да, куда-то попала в эту дырку, где забор идет воздуха. И, видимо, сработало. В общем, по поводу завтрака позднего сказали. Наверху, оказывается, поздний завтрак. Я говорю, официанты не могли сказать, что они даже нам ни вилки, ни клали, ничего. Говорят, мы закрыты, мы закрыты. Вот, то, что наверху, оказывается, поздний завтрак, до 12 часов. Теперь вы будете знать. Не останетесь голодным, не так страшно. В общем, пережить можно. Так, ну, купались, нырялись, и пора отправляться на встречу по отлету параглайдинга. В 2 часа у нас встреча. Там вот наверху сейчас я вам покажу. Знаете, кстати, еще для скалолазания есть гора такая. Футбольное поле мини. И большое, я вам показываю в следующем видео, есть там наверху, в верхней зоне. Так, здесь у нас такие каскады водопадов по Мукале, я их называю. И здесь такие лестники, видите, поднимаетесь и показывает, сколько калорий вы сожгли. Так, за все время отдыха ни разу здесь не побывать. Ну, видите, как территория, мы здесь, потом вечером туда в аквапарк перемещаемся, а здесь вечером всякие мероприятия музыкальные проходят. Так, вот здесь мы с вами по вечерам сидим. Ну, днем, видите, никто не сидит. Так вот, если только в баре посидеть, здесь вот можно взять анимационную инфо, всякие там штучки, дрючки, эти футбольные мячи, там какие-то ракетки. Здесь у нас бар, вечером я вам показываю, по напиткам все шикарно. Все есть, и текила, и ром, и все что угодно. Все импортное, вот и Valentine's есть, и Альмека есть текила. А потом, что у нас еще? Апероль оригинальный, Гавана Клаб, ром. И Джек Дэниелс, и Чивас есть, короче, что есть во всех барах. Поэтому по алкоголю можно не переживать. Ну что, везде холодильники стоят с водой, подходишь, берешь. Все, мы сейчас тоже затариваемся водичкой. И вот здесь вот можно отправиться на параглайдинг, ну и взять себе там водные виды спорта, все цены. Я в Телеграм тоже выкладываю, то подписывайтесь, там все онлайн. Здесь можно присесть, попробовать, как вам параглайдинг подойдет, не подойдет. 160 евро цена у нас за параглайдинг. Она, да? Смотрите, гора высотой 1970 метров. Да, цена 160 евро. И можно там GoPro взять, но можно с собой взять GoPro. И доп. Услуги там. Приземление еще отдельно 200 евро стоит. Не заплачешь, не посадь. Ладно, шутка. 160 евро и все. Включено. Трансфер сейчас отсюда на машине прям поедет. Так, ну что, за нами пришли, нас забирают.
Так, смотрите, здесь еще, кстати, снэк-бар есть. Я его даже не видел. Здесь такая зона, где посидеть можно. А мини-клуб. Вот карта отеля. В Телеграме тоже все онлайн. Подписывайтесь обязательно. Там прям все вживую вы можете видеть. Прям вот день-день. Это гораздо проще выложить, чем монтировать ролики. У нас площадка мини-клуба. Вот на такой машине мы поедем. А нет, не на такой. На это не поедете. Так, а смотрите, здесь еще целая подготовительная станция. Вот на такой машине поедем. Юля, ты готова? Да. Мы с Юлей полетим. Ну, по одному человеку. Один инструктор сзади. И спереди сам садится отдыхающий. Ну, мы добрались. Дорога такая. Ой, если не будете нервничать, у окошка не садитесь. Или он понервничал немножко, пока в окно смотрела, да? Страшно. Едешь, такие обрывы. Дорожка узенькая. Так, ну сюда, смотрите, можно на фуникулере подняться. Здесь у нас отметка 1700 метров. Так, не знаю, отсюда полетим или еще выше будем подниматься. Здесь можно как просто на экскурсию подняться. Телеферик там внизу есть. Сюда приезжаете. Там сувенирная лавка есть. Так, ну вот сюда подходишь к краю. И уже, знаете, такой дух захватывает. В какой-то момент даже не видно, как море сливается с горизонтом. Вот наша стартовая площадка будет. Можно, видите, на фуникулере еще выше подняться. Так, с одной стороны такая релакс-зона, чтобы посмотреть. Там лягушечки, квакушечки, знаете, такие. Успокоиться немножко. А в эту сторону смотришь. Здесь разбегаешься и все. И старт неизбежен. В Кайсерии я 2 раза бегал. 2 раза мы с инструктором пытались залететь, а 2 раз полетели. И здесь прям резко, ну блин, экстримчик. Знаете, прям в руках так колет и в ногах. Потому что ты видишь такой этот обрывчик. Прям ух. Здесь, смотрите, и кафешка есть, и туалет. Все дела. Блин, место офигенное. Смотрите, прям острова такие видно. Все уходит. Супер. Одеваем обмундирование. Все убираем в рюкзаки. У нас вот такой цвет. Сейчас нас девчонки внизу будут снимать. Ждать. Пристегиваться тут. Окей. Окей. Юля вон тоже там готовится к полету. Страшно вам? Так, ну что, мы пошли на старт. Вот смотрите, как это выглядит со стороны. Сейчас заснимем. Посмотрим. Экстримчики есть, присутствуют. Хочу снять, как кто-то полетит. Вон ветер подул. И раз, два, три. Блин, экстремально. Побежал и полетел. О, адреналинчик-то это плещется. Так, а это потом на плечи? Нормально. Нормально. Relax, sakin. Take off. Come back. Çok güzel. Walk. Run. Okey. Okey. Ne olmuş lan? Обалденно. Exit. О, уселись в удобное кресло. Офигенно. Какая красотища. Вот это кайф, ребята. Çok güzel. Çok güzel ya. Такие ощущения прикольные, как воздушная яма в самолете. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. Знаете, такой провал. Очень классное ощущение. Yes, hotel. I think I see. Kayseri. Oh. Small. Oh, yeah. Kayseri. Alida. Юля полетела. Yes. Так, вон Юля летит. Юля, yeah. Так, ну мы поднимаемся вверх. Смотрите, Юля, как высоко забралась. Мы летим не вниз, а вверх. Ветер есть, за счет силы ветра мы поднимаемся. Там у нас голубая лагуна. Blue Lagoon. Там наш отель. Fethiye. Фетхие.
Как птица летишь, ощущения обалденные просто. Ну сейчас сняли шлем, сделать красивый фото. О, вообще красота нереальная. Отель, Голубая лагуна. И, наверное, плохо слышно. Но тут мохнатка стоит, должна защищать от ветра и должно быть что-то слышно. Красотища нереальная, вообще ощущение обалденное. Цвет воды обалденный. Смотришь вниз и думаешь, если что-то случится, то будет весело. Сейчас дали мне еще порулить. Влево рулишь, вправо рулишь, а потом что делать? Такие ощущения иногда думаешь, дальше-то что? Очень прикольно. Чуть-чуть. Чуть-чуть экстрим. Окей. Обычно я экстрима не боюсь, но рисковать не хочу. Экстрим. О, ни хрена. Ничего себе. Охренеть. Вот это экстримчик. Ничего себе. Вот это экстримчик. Çok güzel. Çok güzel. Ya. Good extreme. Жанна там смотрит внизу, думает, ой, это точно я лечу. А вон Юля. Экстрим показывает. Прямо над отелем. Страшно, можно весь отель изучить, пока летаешь. И дрон не нужен. Да, летаешь не на дроне, это интереснее гораздо. На дроне не так интересно, как вживую. Бассейн, главное, анимация проходит. Анимасио. Анимация, я. Ой, а вот этот бассейн я не видел. Эдот. А, для взрослых зона, да, мы сюда пойдем погулять. Пляж здесь свой. Так, ну что, идем на посадку. Желательно на мягкую. Sen de вставай. Yanına takıldı ne abi ya? О, все, мягкая посадочка. О, так голова покруживается немножко, качает после полета. Никто нас не встречает тут. Thank you so much. You're welcome. Good fly. Очень you. классно. Слушай, ну обалденно, нереальное ощущение вообще. Спасибо. Спасибо, бро. Пожалуйста. Very good, мастер. Спасибо. Пожалуйста. Меня до сих пор покачивает, такие прям ощущения. Очень классно. Ну как? Очень круто. Как эмоции? Классно? Вообще классно. Экстрим делали тебе? Да, дважды. Сначала Вообще. чуть-чуть, а потом... А порулить давали? А?
порулить, давай. Я такой влево порулил, вправо порулил. Не, А потом я так вправо. чувствую, парашют куда-то идет сам по себе, там или вверх, вниз. Я говорю, а дальше-то что? Не, я у него попросила, он сначала мне чуть-чуть экстрим, я говорю, а можно еще экстрим? Я попросил просто чуть-чуть. А, да? Не, мне потом... Боялся, что Ну, мы там... быстро приземлились из-за этого, потому что хорошо экстрим был. Блин, класс вообще. Очень круто. И вообще не страшно. Не, С парашютом но намного эмоции страшнее. офигенные. Да, очень Адреналинчик классно. есть, поэтому всем рекомендую. Очень классно. Мягко, главное, взлетели, мягко сели. Супер. Ну, потом мы возвращаемся, можно фото, видео взять. Ну, классно, обалденно. Всем рекомендую от души прям. Что на земле уже проще говорить. Вот мы здесь с вами пролетали, была анимация. Сейчас просто музычка играет. Полный бассейн людей. Атмосфера приятная. Такая какую-то сетку натянули. А, водный пол. Тут можно еще поиграть. Сейчас надо где-нибудь перекусить. Здесь мини-клуб, тоже показывал вам в одном из выпусков. Футбольная академия есть. Так, смотрите, когда внизу обед закрыт, на втором этаже еще можно потрапезничать. Так, и здесь у нас мини-шведский стол, наверное. Что у нас тут есть? Жареные овощи. Ой, это, кстати, этот тушеные, этот баранина тушеная, пюрешка, еще что-то. Ой, ну, кстати, не совсем мини. Видите, здесь еще макароши, салаты разных можно себе наложить, соусы к ним. Есть холодный стол, холодные закуски. Тут рулеты всякие из баклажанов, сыры. Здесь сладости, торты, турецкие сладости. Потом стол фруктов. У нас арбузы, дыни, бананы, абрикосы, кстати, очень вкусные. Здесь барчик. Так, два вида супа. Суп из таршаны. Сейчас такую наличку не хочется. Чечевичный суп. Чечевицы. Так, здесь мы с вами смотрели. И вот там еще у нас зона пиццы. Картошка фри. Эти луковые кольца, курочка еще. Эти котлетки, пирожки и пиде и пицца. Несколько видов. В общем, есть чем потрапезничать. Это такой у нас поздний обед, представляете? А, вот смотрите, по расписанию читается как снэк с 3 до 5 часов. Ну, то есть почти целый день можно что-то есть. Или здесь, то на пляже можно есть. Так, а здесь, смотрите, еще есть бубон, спортбар. О, а здесь вот внизу вообще места такие блаженные. Можно прям лечь и спать. Прям так прохладненько. Все продувает здесь. Под шатром сейчас какая-то релакс-зона. Там у них йога легкая. Прям целое расписание, можно разные занятия туда ходить. И тут очень теплые бассейны. Да, бассейн 30 градусов, но сейчас уже тепло. От солнца все, естественно, прогревается. Июнь месяц у нас с вами. 11 число, но у вас видео будет попозже, как всегда, потому что там у нас целый ряд накопился классных отелей. Недорогих, причем очень классных. Вот, поэтому подписывайтесь, то есть, смотри, 80% может не подписаны. У нас очень классные отели. Очень много полезной информации. И не только Турция, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба. Очень много всего интересного. Здесь можно, да, себе купить круг какой-нибудь. Мы наверху купили. В этот раз не взяли. Вот здесь еще, видите, снэк-бар. С 3:30 до 7. Сейчас я что-нибудь съем. Здесь очень вкусная кукуруза, прям обалденный, картошка фри. Эти рулеты обалденные. Слюной с картошечкой, с сыром, с чем только нет. Сейчас наберем еще здесь потрапезничать. Пельмешка вкусная. Фруктов можно взять вот так вот. Кетчуп. Кукурузу вот такую аппетитную. Она очень вкусная, молодая, картошка фри, пельмешка. Так, в баре здесь тоже, смотрите, бутылочное пиво, есть и разливное, и текила, и все, и джин, и виски. Спасибо. Я вот больше люблю разливное, чем бутылочное. Вот, а по виски тоже все есть, и чивас даже есть, и этот Гавана Клаб ром есть, ну и, конечно же, есть прекраснейший вид на море. Такая красотища. Взял и трапезничаешь. Просто ляпота. Но я очень рекомендую полетать на параглайдинге. Вот это все смотришь сверху, такие краски необычные, просто класс. Так, ну сегодня мы отправляемся в а-ля-карт ресторан. Ну, один а-ля-карт ресторан бесплатно здесь, когда вы отдыхаете. Надо на гастролейшн записаться. Закат сегодня необыкновенный. Вчера был другой закат, другого цвета, там сегодня такая дымка небольшая. Вот здесь у нас основной ресторан. Мы проходим мимо заката. И вот здесь Арна ресторан. Ну что, заходим. Ничего себе, есть а-ля-карт ресторан. Это у нас адулт вообще, как бы получается, зона, там где 16+, так отдельный отель идет. И здесь такой а-ля-карт еще гигантский, просто с очень красивым видом и внутри.
Снаружи на закате. Так, смотри, здесь меню по дням недели идет. Отлистываем наш день. Сегодня у нас вторник. И вот то, что у нас будет, выбирать, он говорит, не надо, все принесут. В общем, среда, четверг, пятница, все разное, каждый день. Суббота, воскресенье. Нет, воскресенье выходной. Закусочки приехали, чеснок. Это не знаю что. Это пока тоже не знаю что. Но что-то с чем-то. Оливки, маслины, хлеб. Вот, смотрите, самон, красная рыбка подъехала, такой очень аппетитный кусочек. Так, сейчас у нас под прищепочкой рыбонька с хлебом и каким-то соусом. Так, а сейчас шикарное блюдо из зелени. Не знаю, что это просто зелень. Там ничего нету. И какие-то вот штучки. Крем. И вот это какая-то плюшечка. Веселая. Мармелад. Типа мармелад. Так, стейк еще подъехал из говядины. Все очень вкусно, да, это все, что пробовали. Так, и вот такой десерт. Мороженое с чем-то. Кстати, здесь же, смотрите, бар есть. Тоже со всеми напитками. И я так понимаю, здесь можно просто, наверное, прийти посидеть. Слушай, ну все очень вкусно, стейк обалденный. Салатики вот эти все. С листьями тоже необычно, все это перемешиваешь. В общем, на ура, а-ля карт, тем более бесплатно к посещению. Записывайтесь сразу же на первый день, как приезжаете, чтобы были места. И welcome. Очень вкусно все и красиво. От этого бара можно вот сюда пойти и вот здесь еще посидеть. Вам темно, конечно, но тут приятно так с видом на Черное море. Средиземное. Но оно темное. По обслуживанию вообще ребят тоже молодцы. И здесь в ресторане тоже стараются, это видно все. Бывает, конечно, ощущение, что не хватает немножечко персонала. Но так в целом нормально. Я бы сказал, хорошо. Прям бегают, стараются, все там помашешь, скажешь, что-то принесите, все приносят. В общем, нормально. Персонал тоже молодцы, очень внимательный. Так, а сегодня у нас группа Нирвана выступает. Пойдем слэм посмотрим. Атмосфера вечерняя, как всегда. Ой, ничего себе, там группировка. Вообще прикольный концепт, очень хорошо поют. И это еще. Здесь же для особо голодных, вот где песком рисуют, вот там у нас сейчас вся музыка начинается. Есть у нас Халинда, Снэк Хаус. Вот у нас по расписанию с 10 часов до 5 утра. Здесь можно закусить. Закусочками перекусить. Имею в виду перекусить. Эти салаты, сыр есть. Потом, что у нас тут? 3 вида супа. Юля, спроси, Паша, есть. Языка с говяжьего, ничего себе. Вот такой суп, кстати, я очень сильно люблю. Я его в Турции ем в отелях здесь. Ой, в отелях в Турции, в магазинах, в кафешках, короче, очень вкусно. Туда чесночок добавляете. Вообще бомба получается. Первый раз в отелях вижу такое. Пельмешки, макароны, кукуруза. Здесь у нас картошка фри, курочка, луковые кольца, сигарета, пирог. Ой. Здесь же у нас кексы, печенье. Смотрите, ну прям вообще рай. Хлеб. И здесь можно самому себе газировки налить. Чай, кофе. Классно. И водичка. И здесь потрапезничать можно. И видите, даже сок есть, молочко для деток. Ну прям вообще, можно даже в дорогу себе бутербродов каких-то налепить. Я, наверное, сейчас супчик съем. После а-ля карта. Класс, это очень вкусно будет. Так, а давайте я вам еще диско-бар покажу. Аполлон называется. Интересно, название соответствует действительности. Аполлон, как по все это. Голенький. Так, а что-то нас маловато. Ну, совсем никто не танцует, но атмосфера классная. Там бар, у нас там диджей. Это не для нас, мы уже пенсионеры, мы уже спать ходим. Забежал быстренько показать. Так, добрейшего нового дня вам всем. Смотрите, у нас сегодня последний день. 10 минут до закрытия ресторана. И что я вижу? Семга слабосоленая на завтрак. Я, видимо, просто не замечал, что ли, раньше. Но все говорят, что не было. Вот у нас семушка. Всем, кто любит
Всем донатор большой привет, я очень люблю с блинчиками или с круассанами. Конечно, огромный минус у этого отеля, что полотенце без карточки. Кому-то кажется это плюсом, типа как в лакшери-отелях, но это не лакшери-отель. И это огромный жирный минус, потому что вот ты идешь, и просто половина вот лежаков, они с полотенцем. Сколько они лежат, вещей нету, да, полчаса тоже стоять не будешь, чтобы все это убрать. Какая-то вода недопитая, знаете, то есть люди даже, ленятся с собой, ленятся скомкать и уйти. И вот хрен его знает. Я вот сейчас просто оставил вещи возле полотенца, которые скомканы, и там еще какая-то вода стоит. И ты не знаешь это. Поэтому это огромный минус. Был по карточкам, люди четко забирали свои полотенца, следили за ним, карточкой забирали, там 20 баксов штраф в случае неожиданности. В общем, это огромный жирный минус. Второй, минус, перекрывающийся плюсом. Красота пляжа, да, реально необыкновенная красота пляжа. Ну, отсюда же и минус, потому что какие-то валуны, камни. Вот. В общем, кораллки решают, берете кораллки, и проблем нет. Я так хожу, нормально. Многие тоже так ходят, тоже нормально. Но если у вас будут кораллки, вообще вопросов не будет. Если вы не привыкшие к гальке, то берите. Вот, а так, конечно, красивая. Вот, и пляж немножко такой, знаете, жарковато. Из-за того, что здесь такой подъем идет. То есть ветер там упирается в стену и нет продува. За это душновато немножко. Вот, можно найти наверху, так опять же местечко. В общем, вы все видели, я все рассказывал подробно про все пляжи во всех выпусках. И видели, посмотрели, там 3 выпуска, наверное, получится этого отеля. Вот. В общем, нормально. Так, что еще по минусу? Недостаток на пляже душевых и ногомойников. То есть там вначале один ногомойник. И иногда такая очередь, просто даже не хочется туда подходить. Вот здесь еще шланг валяется, вот здесь еще и душ есть. И опять же, почти все моют ноги в душе. Нету рукава этого ногомойника там, где душ. То есть вот недостаток их должно быть намного больше для такого огромного пляжа. И души, и ногомойников. Вот, в той части вообще не было ногомойника. Приходится в середину ходить. То есть это тоже очень большой минус. Потому что, пляж, видите, такой с песком. И это обязательно нужно. Благо, вот в этой части пляжа в другой есть душ, но ногомойника нет. То есть хочешь помыть, вот под этой струйкой, которая сверху долетает, ты должен что-то там домывать. Это реально неудобно. Так, еще есть плюсы тут. Прекрасная вода, виды красивые. Качели вот эти прикольные, вот польки веселимся все время. Потом понтон это тоже классно реализован, что можно здесь попрыгать. И, кстати, вот там в 3 местах есть огромные-огромные валуны. И там прям вот можно плыть и встать и прям по колено будет на этом валуне будешь стоять. И вот у меня вопрос, откуда эти вот еще, видите, такой огромный камень? Неужели они вот с тех гор падали и так вот прилетели в море? Вообще в каком-то году было. Если кто знает происхождение этих булыжников, напишите. Естественно, с гор. Ты не с моря же их вытащил. Просто они гигантского размера. Давай, Поль, качаться. Готово? Ой. Кораллка, конечно, поудобнее. А так, видите, крупно есть камни. Давай. Поль так смеется, на качаться. Оп! Волна. Встречная. Давай, Sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y yo sé que tú quieres. Vamos 1, 2, 3. Sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida, que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciar, conocerte de raíz. Хотите, я вам покажу самый оригинальный способ вылезать из круга. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timites me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabe bien como que es combi completa de cabeza. Смотрите, как можно вылезти по колено и стоять. Очень прикольно. На самом деле, развлечение классно. Обязательно маски берите, очки. Рыбок много. Вот видели, сейчас такая желтая рыба. Вообще не боится камеру, сумасшедший. Попугай какой. Рыба-попугай. Все, популенький. Ну что, мы уже сделали чек-аут. Выселились, можно сказать. Ну, кстати, услугами отеля можете пользоваться до вечера. Если
вас ранее высел. Высел. А то многие так не знают. Все, багаж оставили, вещи свои. И сейчас еще потрапезничаем, наверное, и поедем. У нас еще 3 часа нам до дома ехать. Мы смотали же. Поэтому можно, кстати, 4 часа ехать и поехать по этому, по набережной и через Каш проехать. Там где-нибудь остановиться потом. Еще где-нибудь остановиться. Капутаж, Патара, там очень классные места. Вот, Демре заехать там есть. Или Кекал, как он называется, забыл уже. Парк, храм Николая Чудотворца. Тоже классные места. В общем, можно прям распланировать и ехать несколько суток, заезжая в разные города. Так, ну что по отелю? Все классно, да, задаюсь вопрос, вернулся бы я сюда еще раз. Да, вернулся бы. Очень красиво, очень классно. Питание классно, сервис, напитки, виды. Это, конечно, вообще просто вот эту красоту смотришь и можно с ума сойти от этой красоты. Вот, но единственное, вот тем, кто не переносит жару и вот эти вот подъемы, перепады, хоть есть лифты, но все равно это требует каких-то трудозатрат организма. Тем, кто не переносит жару или плохо переносит, конечно, будет тяжеловато. Где-нибудь там, если взять какой-нибудь билет, да, там Альвадону какой-нибудь или Риксус там какой-нибудь, Сангейт, конечно, там комфортнее будет, летом жару, просто в ровной плоскости перемещаетесь, по тенечку, много зелени. Вот, и плюс примерно на пару градусов прохладнее. Здесь, кстати, мне кажется, еще даже на пару градусов прохладнее. Вот, но сейчас времени нормально. То есть прям напряга нет. Сегодня королевский обед был с рыбой красной. Видите, на ужин бывает и на обед. Я вот прям целую рыбку, ох, прям снял с пылу жару. С рук повара. Сейчас рыбный этот обед устрою. Кстати, вот напоследок вам расскажу. Видите, они сейчас сыр. И вот это все, что остается, прямо в мешок. У него контейнер, и все туда. Мусор, не знаю, куда они везут. А вот если Грин, допустим, если Санта, и они это отдают питомник, и там животных потом кормят, представляете? Здесь не знаю, как в этом отеле. Ну что, говорим этому прекрасному морю. Пока-пока. Вот у нас стык, кстати, Средиземного и Эгейского моря. Смотрите, над главным бассейном тут у нас сцена. Вот он бар. И здесь вечером 7:05 проходит. Тут, смотрите, есть Шиллер, кофе. И здесь же есть кофейня, патиссери, кондитерская. Кофе-хаус, вайн-хаус, винный домик. Сейчас закрыто, видимо. Не попробуем ничего. И здесь у нас патиссери, кондитерская. О, очень вкусно пахнет кофе. Смотрите, торты, пирожные, печенье, безе, всякие сладости. Так, мороженое есть. Много видов. Здесь же вафли пекут. Еще семиты, круассаны. Очень аппетитно пахнет. Даже вишневенький, так говорит, есть. Так, насквозь можно пройти и в винный домик попасть. И сюда потом уже в кафе. Шиллер, видите, много видов кофе здесь есть. Бар тоже есть. Можно взять себе напитков любых. И с таким прекрасным видом потрапезничать. В общем, все классно. Спасибо всем, кто провел время с нами, смотрел до конца. Огромное вам всем удачи. Конец, да? И замечательно, вот эти молодцы, дышать солнцем, морем, вкусняшками, пихтами, облепихтами. Все, огромное вам всем удачи и пока. Увидимся в следующих видео.